Привет, армия! С вами, как впрочем и обычно, искусство войны. Сегодня мы с вами серьезно поговорим, у кого крепче нрав и стальнее нервы. Потому как сравнивать мы будем две схожих по назначению машины, но с разными концепциями. Выходцы из единого славянского народа, но парадокс из двух охладевших друг другу стран, бывших единым целым. Украина и Россия. Настало время сравнить успехи. БТР-82 и БТР-4, также известный как Буцефал, транспортно-боевые машины, предназначенные для транспортировки войск и оборудования. Они имеют общее советское прошлое и откровенно разный взгляд на развитие войск поддержки пехоты. А начнем мы, конечно же, с вооружения. БТР-82А оснащен скорострельной 30 мм пушкой 2А-72 и спаренным пулеметом 7,62. В украинской машине устанавливается аналогичная пушка ЗТМ-1 или КБА-2, которые по сути являются нелицензионными копиями 2А-72 и производятся вполне официально на территории Незалежной. Ах да, на украинской машине есть ПТУР, но для бронетранспортера, который должен доставлять пехоту к линии столкновения, удовольствие весьма сомнительное. На таких дистанциях гораздо более эффективна будет автоматическая пушка. А если встретит танк в прямом столкновении, спросите вы? Если встретит танк, то исходя из времени на подготовку к стрельбе у танка, шансы на выживание стремятся к нулю. Про фантастическую удачу отказа у танка орудия и точный выстрел ракетой с несрабатыванием динамической брони говорить не приходится. На 82-м отказались от гранатометов ввиду принятой концепции современного боя, где мотострелковая рота на бронетранспортерах подкрепляется дивизионом современных ПТ-САУ типа НОНА СВК, которые в разы эффективнее всяких ПТУРов и не мешают пехоте выполнять свои функции. А вот прицельные приспособления на БТР-4 отстают по эффективности от отечественных. Давно известно, что даже при одинаковых орудиях точность сильно разнится, в зависимости от систем стабилизации и наведения. Итак, на украинской машине установлена оптико-телевизионная система со стабилизацией поля зрения и лазерным дальномером в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Она способна обеспечивать уверенную стрельбу на дистанции до 2 км днем и ночью. Вроде бы неплохо, но если бы не одно «но». Для повышения огневых возможностей на БТР-82А установлен модернизированный стабилизатор орудия под прицел с независимой стабилизацией поля зрения в вертикальной плоскости и комбинированный дневной-ночной прицел наводчика ТКН-4ГА-03 с оптическим, тепловизионным и лазерным дальномерными каналами при независимой стабилизации линии визирования в вертикальной плоскости. Это позволит повысить дальность обнаружения целей типа БТР ночью и в сложных условиях видимости, таких как задымленность, снегопад, туман, пыль и так далее, до 3000 метров. Соответственно, эти меры позволят повысить и эффективность стрельбы за счет увеличения дальности обнаружения и распознавания цели, снижения времени на подготовку выстрела и повышения точности стрельбы благодаря стабилизации поля зрения прицела. Боекомплект также отличен, на этот раз в пользу оппонента. 300 снарядов в БТР-82А против 360 в БТР-4. Едем дальше. Подвижность. На БТР-82А установлен дизельный двигатель КамАЗ 740 серии мощностью в 300 лошадиных сил. Благодаря ему БТР достигает максимальной скорости 80 км в час по шоссе. При запасе хода в 600 км украинец обладает более суровым движком в целых 500 лошадиных сил, позволяющих нестись по шоссе со скоростью 110 км в час при общем запасе хода в 690 км. Обе машины имеют примерно одинаковые параметры проходимости и преодолеваемых препятствий. Обе одинаково прекрасно справляются с водной стихией и могут передвигаться в ней со скоростью до 10 км в час. Конечно же, при отсутствии значительного волнения. Еще один очень важный параметр – это защита экипажа, он же десант. И если с противоминной защитой разобраться более-менее удалось обеим сторонам, то параметр защиты экипажа от пуль у БТР-4 оказался на порядок хуже. Все дело в наличии у 82-го специального многослойного обрамления внутренних обитаемых помещений многослойным синтетическим материалом типа кевлар. Внутренняя противоосколочная защита повышает комфортность экипажу и десанту за счет усиления термического и шумового барьера. У БТР-4
лишь имеется возможность такого незаводского усиления, даже после которого он не сможет достигнуть схожей степени защиты. Что уж говорить о посадке и высадке десанта, если у 82-го имеется возможность покидания машины слева или справа через откидные вниз двери, то есть прикрываясь корпусом бронетранспортера, то у четверки все нестандартно и по-европейски. Десантники вынуждены покидать машину через верхние люки, что в условиях обстрела заканчивается плохо. Или единственные кормовые двери, которые могут быть ориентированы и к противнику, то есть безопасно, когда машина исключительно лбом по направлению обстрела. Бронирование четверки вообще странно относится ко второму или даже третьему уровню по стандартам НАТО Станак. Для справки, оценено лишь бронирование лба. Сбоку корпус пробивается любой маломальски крупнокалиберной винтовкой. Если при этом сравнить массу машин в 15 тонн у БТР-82А против 17,5 у БТР-4, можно понять, зачем украинскому тяжу настолько мощный двигатель, и оценить рациональность применения легкого кевлара против неэффективной сегодня стали, которая без проблем одолевается кумулятивными гранатами, не оставляющими шансов экипажу. Для избежания потерь от кумулятивных боеприпасов на новой версии БТР-4 навешиваются специальные решетки. Европейцы такое любят. В целом решение конструктивное, но опять же вызывающее слишком много лишней работы. Ну и конечно же, входя в такое сравнение, стоит учесть существенную разницу в цене машин. Сегодня полностью укомплектованный БТР-82А стоит 24 миллиона рублей, тогда как у его заграничного компаньона цена колеблется на отметке в 16,5 миллионов. Это та цена, которую потребитель платит за продвинутую систему наведения и управления огнем и повышенную выживаемость экипажа, обеспечиваемую новейшими противопожарными системами, системой пылеподавления и автономности, а также прекрасным внутренним усилением из кевлара. Подведем черту. БТР-82А имеет куда лучшую эффективность стрельбы и обладает лучшими параметрами защищенности экипажа. За это он расплачивается высокой ценой. БТР-4, хоть и не имеет таких современных систем наведения, тоже способен в большей массе противостоять врагу и обладает лучшими параметрами подвижности и явно выигрывает в цене. То есть можно констатировать, что отечественная машина подойдет более искушенным заказчикам, которым реально нужна боевая эффективность. А для запугивания туземцев с калашами и разгона гражданских митингов отлично подойдет и более бюджетный вариант бронетранспортера, коими богата незалежная республика. Как всегда, время и борьба за мировое господство расставят свои акценты в нашей динамичной истории. Благодарю за просмотр. С вами, как и обычно, было неунывающее искусство войны. Пока!